Добрый день, дорогие мои уважаемые зрители и подписчики моего канала. Сегодня хочу представить вашему вниманию вот такой вот джемпер, который я связала регланом сверху. Он очень простой в исполнении. Я думаю, что вам он понравится. Единственное, что хочу вас предупредить, что цвет, к сожалению, не передается. Цвет гораздо интересней. Вот, наверное, если я попробую поймать, если у меня получится, я обязательно акцентирую на этом внимание, какого же все-таки он цвета. Джемпер связан на заказ и имеет такие вот размеры. Это не будет попетельный МК, а это будет устное описание с заданными размерами и устным объяснением, как я вязала то или иное. Все очень просто, поэтому если вы знаете, что такое укороченные ряды, что такое делать прибавки вдоль регланных линий, что такое вязать лицевые изнаночные, справитесь без проблем. Значит, начнем с самого начала. Это с параметров. Горловина этого данного джемпера, вот такой вот размер в спокойном состоянии, если мерять с этой точки до этой точки, 21 сантиметр. Резинка, которая связана 2 на 2, вот резиночка 2 на 2, она высоту имеет 4,5 сантиметра. Регланная линия, которая состоит из двух лицевых петель, вот видите, да, выходит из резиночки 2 лицевые, их идет продолжение регланной линии. Обязательно обратите на это внимание, когда будете делать расчеты на вывязывание вашего джемпера. Регланная линия вот от горловины до подрезов, да, она составила 17 сантиметров по переду. По спиночке она будет больше за счет того, что спиночку я вязала азиатским ростком и продолжила вывязывать с внутренней стороны, делать прибавочки. Почему, покажу далее. Так, ширина рукава по лицевой глади 18 сантиметров, и где у нас край вот закрытый 14 сантиметров. Рукав достаточно широкий. Длина джемпера по передней части от самой высокой точки, от вот этой, и до самой короткой точки по низу, потому что джемпер, как видите, связан с удлиненной спинкой, 47 сантиметров. Ширина данного изделия, он такой достаточно широкий получился, в спокойном таком состоянии 58 сантиметров. Ну, если вы знаете, да, когда поднимется изделие, оно немножко станет уже за счет тяжести полотна, изделие становится, скажем так, уже. Здесь у нас разница составляет между передом и спиночкой по длине 7 сантиметров. Вот такая вот разница. Идет такая вот удлиненная спинка. Так, вроде бы по параметрам я сказала все. 58 так. Ну, в общем, вроде бы все. Если вдруг возникнут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Итак, приступим к тому, как я его вязала. Значит, на горловину самым обычным способом я набрала 144 петли плюс 1 для замыкания в круг. Так, один момент упустила, из чего я его вязала. Простите, этот момент я действительно упустила. Это такая вот у меня ниточка была. Это смот ниток из 4 нитей, из которых 2 нити это кид мохер, 2 тоненькие ниточки, вот они, кид мохера. И 2 нити, в состав которых входит меринос, металлик, он же люрекс, и вискоза. Вот из 4 нитей получается состав. Что 700 метров на 100 грамм. Вес данного изделия 200 грамм. Изделие такое, знаете, достаточно получилось очень легкое. Ну и вот видите, оно драпируется. Его можно одевать, как если, допустим, вы очень худенькая, да, он будет как овер-овер. Если вы, допустим, женщина с пышными формами, он сядет вам по фигуре, но при этом будет подчеркивать только достоинства вашей фигуры. Все мы женщины разные,
У нас, конечно же, у всех одни достоинства, вот, но их же нужно иногда подчеркивать. Итак, приступим к описанию. Значит, как я уже сказала, на горловину на спице номер 3, весь джемпер связан спицами номер 3 от самого начала до самого конца. Номер спиц я не меняла, я вам скажу даже больше, я вязала его весь на укороченных спицах. Мне было удобно. Это так, отступление, скажем. Итак, набрали 144 петли плюс 1 петля для замыкания в круг. Итого 145. Замкнули в круг, осталось на спицах 144 и приступили к вывязыванию резинки 2 на 2. 2 лицевые, 2 изнаночные чередуются. Вывязываете 4,5 сантиметра резинки 2 на 2 и приступаете к развешиванию маркеров, а именно выделить наши регланные линии, перед спиночку и рукава. Разделяем следующим образом. По 2 петли у нас уйдет на регланные линии. 62 петли наперед, 46 петель на спиночку и по 14 петель на рукава. Продолжаем вязать лицевой гладью. Уже резиночкой мы не вяжем. Не забываем, чтобы красиво получились переход регланных линий. Мы отслеживаем так, чтобы у нас 2 петли из резинки попали именно на регланные, 2 петли лицевые попали на регланные линии. Прибавки я делала в каждом четном ряду вдоль регланных линий. Это справа и слева. Вот такая получилась регланная линия. Делала их из протяжек. Дальше вывязала 17 сантиметров регланную линию. 17 сантиметров я отсчитывала только регланную линию. Воротник не считала, ну в смысле резиночку, да, на воротничке не считала, только вот это вот расстояние 17 сантиметров. Провязала. Дальше рукава пересняла на дополнительную нить, закрыла именно на дополнительную нить и приступила к вывязыванию только спиночки. Спиночку вязала следующим образом. Значит, смотрите, я пошла ее вязать дальше лицевыми, вот мои 17 сантиметров, дальше лицевыми, но при этом вдоль регланной линии я продолжала делать прибавочки. Только со стороны спинки. Рукав я уже, конечно же, не трогала, потому что он переснят на дополнительные петли. И провязала 4 сантиметра спиночки дополнительно. Провязала. Делая прибавочки, вот эти вот так вот 4 сантиметра. И после этого я перешла к подрезам. Набрала по 20 петель с каждой стороны. Вот 20 петель воздушных с каждой стороны, с одной стороны и с другой стороны. И сомкнула уже все вязание в круг. Это вперед, спиночка и наши подрезы. Сомкнула и пошла вязать вниз, 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 лицевой гладью по кругу. После того, когда я поняла, что все, хватит вязать лицевой гладью, что самая высокая точка, самая короткая точка реглана, она уже вывязана, я развесила маркеры следующим образом. Выделила центр переда 20 петель и центр спиночки 40 петель. Я их выделила. Это те, которые у меня потом вязались, ну, пряменько, да, скажем так, вот 20 и тут 40. Дальше развесила маркер 2 раза по 5 петель. Вот 20, потом 5, 5. И потом аж до вот этих вот 40 отсчитывала примерно по 10 петель. Вот, где-то, может быть, на 1-2 получилось больше, но вот по 10 петель. И вязала укороченными рядами немецким способом. Вы же смотрите, каким вы умеете вяжете, и тогда у меня получился вот такой вот красивый переход. Вот он очень плавный, нет резкого такого, знаете, обрыва. К сожалению, ну вот реально в камеру не влазит вот весь свитер, но он очень такой, очень плавненький, аккуратненький получился переход. И таким образом я выделила вперед короче, да, а спиночка у меня получилась плавнее, длиннее. Провязали это все лицевой гладью. После того, как вы закончили снимать ваши маркеры, да, перешли полностью на круг, у вас не осталось маркеров, вы вывязали все укороченные ряды, приступайте к ввязыванию просто резинки 2 на 2. Провязали резиночку 2 на 2, 4,5 сантиметра, и закрывала я не просто. Я попробовала просто, получилось некрасиво, мне не понравился, край был очень неаккуратный. И я вспомнила
вернее, как я вспомнила, я знаю этот способ уже очень давно и успешно им пользуюсь. Я так закрывала детский снуд. Если вдруг сейчас устно непонятно, как я его закрывала, я сейчас оставлю вам ссылочку на детский снуд, вот здесь окошечко должно всплыть, и вы можете пройти посмотреть там, как я закрыла попетельно. А устно же закрывала следующим образом, если вот устно, да. Первый ряд, когда уже вы поняли, что вы вывязали полностью высоту вашей резинки необходимую, первый ряд вы вяжете. Первую петлю вы снимаете нить перед работой, вторую петлю вяжете изнаночной, третью петлю снимаете нить перед работой, четвертая петля изнаночная. И так чередуйте до конца ряда. Второй ряд. Первую петлю вы провязываете изнаночную, вторую нить перед работой снимаете, третью петлю вы вяжете изнаночной, четвертую петлю вы снимаете нить перед работой. И так до конца ряда. И закрываете третий ряд уже просто вот лицевыми косичкой. Вот, видно, я думаю. Все, и тогда получается вот такой вот край. Он не растягивается, он держит резиночку. Ну, смотрится очень даже красиво. Вот на рукаве точно таким же способом. Вот, очень аккуратно и красиво. Как для такой нитки, так вообще, ну, тоненькая, легкая, супер. Все, закрыли мы с тушкой работу и приступили к ввязыванию рукавов. Дальше. Сняли дополнительную нить, пересняли петли на спицы. Номер 3. Я, как уже говорила, что весь джемпер связан спицами номер 3. Подняли петли подрезов. Вот если видно, я поднимала их скрещенно, провязывала. Вот, для того, чтобы не было дырок. Потому что я попробовала поднять просто, ну, честно, большие дырки. Ну, вот как обычным способом. Поэтому я вот так вот. Надеюсь, видно. Подняла их. Смотрится очень даже неплохо. Джемпер это никак не испортила. И так у меня получилось 86 петель на рукаве. Да, 86 петель. И пошла вязать по кругу лицевой гладью. Довязала на необходимую длину рукав. Рукав у меня не получился длинный, да, вот он не такой, он где-то вот такого размера. Под тяжестью он чуть присаживается так, широкий, смотрится очень хорошо. Это будет удобно потом в носке. Вы нигде этим рукавом не будете влазить, не нужно будет постоянно его вот так вот поддергивать, да. Ну, я как-то больше люблю практичные вещи, поэтому если с точки практичности, то вот эта длина была идеальна. И смотрится очень даже здорово. Вы сможете такой рукав, да, ну, скажем, джемпер одеть как под джинсы, так и под лосины, под сапог, под ботинок, под кроссовок из обуви, да, если смотреть. Он может у вас быть как полуспортивный, так и повседневный, так и нарядный, если вы его скомбинируете с какой-то юбкой или же шелковым платьем и под классический туфель. Ну, в общем, поле деятельности огромное, поэтому дерзайте, пробуйте, меряйте, да, то, что вам нравится. Главное выбрать цвет, который вам подойдет, и вот фактуру нитки для такого. Вот видите, он драпируется просто, ну вот, я не знаю, вот из него даже, мне кажется, платье можно связать, и будет тоже здорово из этой пряжи. Итак, провязали на необходимую вам длину рукав, оставили, не забываем, что у нас еще будет вывязываться 4,5 сантиметра резиночка 2 на 2. Не меняя спиц, теми же спицами вязала резинку 2 на 2 и закрыла таким же способом, как и низ изделия. Ну, собственно, все. Вот так вязался он, честно, на одном дыхании. Вот просто, не задумываясь. Я почему и не писала вот попетельно. Вот честно, я вот его села вязать, и все. И вот вязала. Ну, здорово, короче, получилось. Я довольна результатом. Мне он очень нравится. Он имеет такой вот легкий, ненавязчивое мерцание, такой блеск. Вот цвет, ну я не знаю, вот он не ловится. Вот не ловится, и все, этот цвет. Может быть, на видео поймается, когда попробую его на улице снять. Ну, посмотрим. На фигуре, скорее всего, фото не будет. Я еще не знаю, потому что я его вяжу не себе, а на меня он достаточно, ну, как бы большой. Вот. Но, опять же, девочки, кто любит носить овер-овер, отлично параметры, ну, вот размеры этого свитера, господи, джемпера подойдет вам.
В общем, смотрите на любителя, да. Опять же, еще хотела сказать, что смотрите, как здорово смотрится изнаночная. Вы можете также его вязать изнаночной гладью. Тоже очень супер будет смотреться. Вот, но изначально была задумка и просьба именно лицевой, поэтому вот как бы так. Ну, я же буду с вами на этом, как говорится, говорить до свидания на этом моменте. Вяжите, получайте удовольствие от вашего рукоделия, радуйте себя, близких, продавайте, просто вяжите, дарите. В общем, все должно приносить только удовольствие, особенно что касаемо рукоделия. Оно никогда не должно быть в тягость. Всем добра и удовольствия от вязания. С вами была Ольга Горобец. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Кому оно стало полезным. Если же вам интересен мой YouTube канал, подписывайтесь. Я буду радовать вас новыми и новыми своими, скажем так, изделиями. Всего доброго.